У нас сегодня Эми Тарс, она незамужная сестра из Сиэтла, и у нас прекрасный переводчик из Москвы. Anya and Amy, I'm going to turn this over to you. Welcome, Amy. I'm so proud and grateful that you can be with us today. Эми, я так рада, что ты сегодня можешь быть вместе с нами. Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. Всем привет. Спасибо большое, что вы присоединились к нам сегодня. So today I wanted to share with you some of the things I learned. И сегодня мне хочется поделиться с вами некоторыми вещами, которыми я научилась в моей жизни. That really helped me in my deepening my relationship with God. Тем вещам, которые действительно помогли мне углубиться в моих отношениях с Богом. And I'm going to use my art journal to show you the things that I learned. И я собираюсь использовать мой арт-дневник, чтобы показать вам те вещи, которым я научилась. When I was baptized, когда я крестилась, I thought everything will be happy and good with my life. Я думала, что все будет прекрасно, моя жизнь будет счастливой. And life will become easy because God will bless me. И моя жизнь станет проще, потому что Бог благословит меня. For making the right decision to become a Christian. Благословит меня сделать вот это правильное решение, стать христианкой. I believe that I was going to get married. Я верила, что я выйду замуж. Have a successful career. У меня будет успешная карьера. And see all my dreams come true. И все мои мечты наконец притворятся в жизнь. Because God is powerful and He can do the impossible. Потому что Бог всемогущий, Он может делать невероятные вещи. After living as a Christian for 10 years, после того, как мне исполнилось 10 лет во Христе, I realized that I still have the same emotional struggles. Я поняла, что у меня до сих пор вместе с тем те же самые эмоциональные трудности. Та же самая эмоциональная борьба. Many of us were taught when we were young Christians. Множество из нас были научены, что когда мы были молодыми учениками, that when we feel lonely or discouraged, что когда мы чувствуем себя одиноко или мы или мы в унынии, we should go serve others, то нам нужно пойти послужить другим. And don't think of ourselves. И не думать о нас самих. And our personal struggles will go away. И наша личная борьба, наши личные трудности просто уйдут от нас. That worked for a short time. И это действительно сработало на определенный короткий момент времени. But eventually I became depressed. Но в конце концов я впала в депрессию. So today I want to share with you how I overcame my depression. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я преодолела свою депрессию. Through my art journal. Через мой арт-дневник. This is not the only thing I did. Это не единственная вещь, которую я делала. But journaling was one of the most impactful things I did that made a difference. Но ведение этого арт-дневника было, наверное, самым эффективным способом, который помог, который возымел действие. I started art journaling because people encouraged me to journal. Я начала вести этот дневник, потому что люди вдохновили меня делать это. But somehow I couldn't get myself to write. Но каким-то образом мне было сложно заставить себя начать писать. Then I heard about an online class offered. И потом я услышала об одном онлайн-классе.
by the author Brené Brown. И автор этого класса была Брене Браун. Using her book, The Gifts of Imperfection. You see it on the screen. И я использовала... On the left. И этот онлайн-класс был построен на ее книге, за ее авторством «Дары несовершенства», которую вы сейчас можете видеть на экране. So a lot of the pages from my art journal И множество страниц из моего арт-дневника that I will show you today were part of that art journaling online course. Те страницы моего дневника, которые я покажу вам сегодня, они были частью того онлайн-класса. To make sure that I was basing my life on the Bible, и чтобы быть уверенной, что я основываю свою жизнь на Библии, even as I was working to heal from my depression, даже когда я работала над тем, чтобы исцелиться от своей депрессии, I used scripture references throughout my art journal. Я использовала ссылки на стихи из Библии в своем дневнике. You will also hear me mention other books as I talk about my experience. И вы также услышите меня, использующие другие ссылки на другие книги, когда я буду говорить о своем опыте. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. So the main theme of this presentation is resilience. И главная тема этой презентации — это устойчивость. Resilience means adapting well after going through a difficult life experience. И стойкость означает хорошая адаптация после прохождения разных тяжелых испытаний в жизни. We all have gone through difficult life experience. Мы все проходили через различные сложные испытания. Some of us had health crisis. У кого-то из нас были кризисы, divorce, разводы, maybe a job or business loss. Возможно, мы теряли работу или бизнес. Or even trauma from a major change in your life, like moving. Или, возможно, травмы от таких крупных изменений в вашей жизни, например, как переезд. I was inspired to look into this. И я была вдохновлена тем, чтобы смотреть through my professional job. Через мою профессиональную деятельность. At that time, I was working on climate change policy. В то время я работала над политикой изменения климата. One of the things we tried to do Одна из вещей, которые мы пытались сделать, is to help cities be prepared for climate disasters. Это помочь городам быть подготовленными к различным климатическим катастрофам. The concept of climate change resilience и концепция стойкости к климатическим изменениям was something that came out of our work. Было тем, что вот как бы вышло на поверхность в нашей работе. We did not just want cities to rebuild after a disaster. Мы не хотели, чтобы города просто были отстроены заново после катастрофы. We wanted them to build smarter. Мы хотели, чтобы они были построены по более как бы умному критерию. And become more healthy. И были более здоровыми. Strong and resourceful. Сильными и полными ресурсов. I started thinking of my own life. И я начала думать о моей собственной жизни. And ask myself if I was resilient.
И я задалась вопросом, а я сама стойко отношусь к своей жизни? At that time, I felt I wasn't resilient. И в то время я поняла, что я не стойкая. Even though I have been a Christian for 20 years, Даже несмотря на то, что я была христианкой уже 20 лет. in fact, I felt like I was getting worse. По факту я вообще почувствовала, что я даже чувствую себя хуже. Since I have become bitter, Поскольку я стала горькой, hopeless, and depressed. почувствовала недостаток надежды и впала в депрессию. My downward life path started as a child. Мой такой нисходящий жизненный путь начался, когда я была ребенком. Due to many traumas, Из-за множества травм, from abandonment to physical and emotional abuse. начиная с оставленности и заканчивая физическим и эмоциональным насилием. I did not realize that all these traumas И я не понимала, что все эти травмы do not just go away because I got baptized. что они просто пропадут из моей жизни просто потому, что я уже крещена. I was forced to face all of them when I got depressed. И я была вынуждена встретиться с ними со всеми лицом к лицу, когда я была в депрессии. So one of the things that is amazing is that the Bible И одна из замечательных вещей то, что Библия has shown us very inspiring examples of people who are resilient. показывает нам примеры людей, которые были стойкими. So there's Joseph, and you know his story. И это, например, Иосиф, и вы знаете его историю. Even though he was mistreated and put in prison, Несмотря на то, что он даже был брошен в тюрьму, and he had to work as a slave, и ему пришлось работать как рабу. he became excellent in every situation. И он был успешен во всех ситуациях. Then there's the Macedonian church, И также, как пример, Македонская церковь, who had their own challenges financially, которые имели свои собственные испытания с финансами. but the Bible said that they gave beyond what they can even afford. Но Библия говорит о том, что они могут иметь даже больше, чем они могут себе позволить. And lastly, there's Peter. И последний пример — это Петр. His failure is known all over the world in many generations. И его неудача известна по всему миру среди множества поколений. But he was chosen by God to lead his church. Но он был избран Богом, чтобы вести его церковь. So these are already examples from the Bible. И эти примеры из Библии, that we can all look to. на которые мы все можем смотреть. So God wants all of us to be resilient. И Бог хочет, чтобы мы все были стойкими. И в книге Брене Браун, которую уже упоминали, she talks a lot about shame. Она очень много говорит о стыде. And how it leads to depression. И как это ведет к депрессии. I was never really aware of how shame affected my life. Я никогда не была по-настоящему в курсе того, как стыд влияет на мою жизнь. Until I started this art journal. Пока я не начала вести этот арт-дневник.
I got to know my shame gremlins. И мне пришлось узнать моих гремлинов стыда. So the slide shows the page in my art journal where I wrote down some of the things that my shame gremlin tells me. И вот эта вот страница, которую сейчас видите на экране, это страница из моего дневника, которая показывает и рассказывает о том, что порой гремлины стыда говорят мне. Some of them are very shallow. И некоторые из них очень-очень маленькие. Things like you cannot dance. Такие вещи, например, как ты не можешь танцевать. Others are more hurtful. А другие более сильно ранят. They tell me I'm terrible at my job. Например, они говорят мне, что я абсолютно ужасная на своей работе. The worst gremlin И самый ужасный гремлин tells me because I'm single, I am not respectable. И самый ужасный гремлин говорит мне, что потому что я одинока, я неуважаема. As women, we have been taught from a very young age. И как женщины нам говорили с самого маленького нашего возраста, what it means to be respectable. Что это значит быть уважаемой. From the time we were little girls, с того момента, когда мы были совсем маленькими девочками, we were told we need to get married to be respectable. Нам говорили, что нам нужно выйти замуж, чтобы быть уважаемой. Then when we were married, we were told we need to be good wives to be respectable. А когда мы вышли замуж, нам говорили, что нам нужно быть хорошими женами, чтобы быть уважаемыми. And then after that, we were told we need to have children to be respectable. И после этого нам говорили, что нам нужно иметь детей, чтобы быть уважаемыми. And then once we had children, we were told we need to be good mothers to be respectable. А с тех пор, как мы стали иметь детей, то нам говорили, что нам нужно быть хорошими матерьми, чтобы быть уважаемыми. And then if we were not good mothers, if we were not good wives, we are big failures. И после всего этого, если мы не хорошие матери, если мы не хорошие жены, то мы неудачницы. So when does it end? Но когда же это закончится? Isn't that very tiring? Разве это не приносит слишком много, не делает нас слишком уставшими? So for a moment, let's pause and use this time to think about some of our own shame gremlins. И поэтому сейчас давайте остановимся ненадолго и подумаем над нашими собственными гремлинами стыда. So in the next slide, I will talk about 3 ways I dealt with my shame throughout my life. И в следующем слайде я хочу поделиться 3 вещами, которые я делаю, чтобы решить проблему стыда в своей жизни. So as I talk about these 3 ways, и когда я говорю о 3 способах, I encourage you to think of how these may apply to your life also. Я хочу вдохновить вас подумать о том, как это может быть применено в вашей жизни также. The first way is by numbing. И первый путь — это обезболивание. Numbing is denying our pain. И обезболивание — это значит отказ от отрицания собственной боли. By covering it up with busyness. Путем замещения это занятостью. Compulsive behavior. Навязчивым поведением. Or something that is positive but not true. Или чем-то, что является позитивным, но на самом деле не истинно. Some ways I numb the pain as a Christian. Некоторые способы, которые я использовала для обезболивания, для избавления от собственной боли как христианин, is by studying the Bible with many people. Это изучение Библии со многими людьми. And serving.
И служение, служение, служение. And always sharing only positive things with other Christians. И я на самом деле делилась только позитивными вещами с другими христианами. As long as I did these things, И на всем протяжении того, когда я делала именно эти вещи, I thought everything is going well with my life. я думала, что абсолютно все хорошо в моей жизни. And God will bless me. И Бог благословит меня. Doing things also gave me a false sense of worthiness. И то, что я делала какие-то вещи, сам процесс делания, он давал мне ложное чувство годности. Because I can prove to people that I'm productive. Потому что я могла доказать людям, что я продуктивна. And useful. И что как бы меня можно использовать для чего-то. It also gave me a false sense of control. И это также давало мне, прошу прощения, давало мне неверное чувство контроля. This page in my journal shows how I numb my pain. И эта страница в моем дневнике показывает мне, как я избавлялась от боли. By being a workaholic. Будучи, заменяя это своим трудоголизмом. That was my reputation at work and in the church. И это была моя репутация в церкви и на работе. That's what you see with the stack of paper. И вот поэтому вы в серединке видите пачку бумаги. I always have a long list of things to do. И у меня всегда был очень длинный список вещей, которые мне нужно сделать. And the bottom picture И в самом низу картинки represents my obsession with saving money. Вот эта картинка внизу, она показывает мою страсть к накопительству денег. Because I have a great fear of dying by myself. Потому что у меня есть огромный страх умереть одной. And dying poor. И умереть в бедности. And this was something that was because of my childhood trauma. И я делаю это из-за моих детских травм. So how do we stop numbing the pain? И как же мы останавливаем этот процесс обезболивания? On the left page of my journal, и на левой странице моего дневника you see a TV. Вы видите телевизор. И я использую это для того, чтобы показать, play and rest. Что нужно играть и отдыхать. Play could be anything artistic. И игра это может быть как какая-то художественная деятельность. Sports or hobbies. Спорт или хобби. And even socializing with others. И даже иногда социализация с другими людьми. So it's something that you enjoy doing. Это то, что вам просто нравится делать, от чего вы получаете удовольствие. So for me, I have my own things that I enjoy doing. И что до меня, то у меня просто есть как бы список тех вещей, которые мне нравится делать. But this journal helped me to realize. Но этот дневник помог мне понять. I need to rest. Что мне нужно отдыхать. So rest is both physical and spiritual. И отдых, он не только физический, но и духовный. So it was hard for me to relax. И это было очень сложно для меня просто расслабиться. Because I grew up watching my parents' example. Потому что я росла, смотря на пример моих родителей. And they worked 7 days a week. И они работали 7 дней в неделю. In fact, my mother used to complain.
И фактически моя мама жаловалась, that I was lazy when she saw me in my room reading a book. когда она жаловалась на меня, когда она видела меня, что я в своей комнате читаю книгу, и она говорила, что я ленивая. So my art journal includes notes from a book I was reading at the time. И мой арт-дневник включает некоторые заметки из той книги, которую я читала тогда. About the importance of Sabbath rest. Те заметки о важности субботнего дня. I wrote down things from the book that help remind me. И я записала те вещи из той книги, которые напоминают мне of the importance of just being with God. О важности просто того, что нужно быть с Богом. As a form of rest. Быть Богом как формы отдыха. So on the right page, you see a quotation. И на правой странице моего дневника вы видите цитаты. Или мы пропускаем сердце христианства, когда мы не оцениваем. Когда мы не ценим простое бытие с Богом. То есть это нормально не сделать ничего. Вот, да? То есть если мы думаем постоянно, нам надо двигаться, быть занятым, да, мы пропускаем сердце христианства. Да. Точно. Great, thank you. So I had to learn a different kind of worship. И мне пришлось научиться разным видам служения. It's called resting in God. И это называется просто отдыхать в Боге. I learned to feel secure. И я научилась быть уверенной. In just enjoying God's presence. Просто получая удовольствие от нахождения в Божьем присутствии. Without an agenda. Без всякой повестки дня. Or a long list of things to do. Или длиннющего листа, длиннющего списка вещей, которые нужно сделать. In the process of learning this, и в процессе, когда я училась этому, I found out that God didn't take away His blessings in my life. Я поняла, что Бог не забрал благословение из моей жизни. Just because I stopped working. Просто потому, что я перестала работать. Resting in God helped me to trust. И вот этот отдых в Боге, он помог мне довериться. That when I am tired or sick, помог мне увериться в том, что даже если я устала или больна, and I cannot meet someone for Bible study, и я не могу встретиться с кем-то для изучения Библии, or I cannot go to church, или я не могу пойти в церковь, it doesn't mean the person will not make it to heaven. И это не значит, что данный человек, с которым я не могу встретиться, что он не попадет на небеса. And it doesn't mean и это не значит, что that it's my fault, что это моя ошибка, if they don't become a Christian. Если он не станет христианином. It also gave me the courage. И это также дает мне вдохновение и мужество. To stand up to my convictions. Выступить вперед с моими убеждениями. When a fellow Christian criticized. Когда другие ученики или христиане начинают критиковать. Or question my commitment to God. Или спрашивают меня о моих обязательствах перед Богом. Отлично. Okay. The second way we deal with shame. И второй способ, по которому мы справляемся со стыдом, is by overcompensating with perfectionism. Это гиперкомпенсация перфекционизмом.
My mother was a perfectionist. Моя мама была перфекционистом. She always found something not good enough with all her children. И она каждый раз находила что-то не настолько прекрасное, как ей хотелось бы во всех ее детях. So I grew up thinking the same way. И я выросла, думая так же. One of the things I learned through this journal И одна вещь, которой я научилась через ведение этого дневника, is that I never accepted myself for who I am. что я никогда не принимала себя такой, какая я есть. The most hurtful and critical person in my life Наиболее пагубная и критически настроенная личность в моей жизни was not my mother, это была не моя мама, was not all the abusive people in my life. это были не все те оскорбляющие меня люди. It was actually myself. Это вообще-то была я. We all have heard the second greatest command, love your neighbor as yourself. И мы все слышали вторую главную заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. When I was a young Christian, И когда я была молодым учеником, all I heard was the love your neighbor part. все, что я слышала из этой заповеди, была та часть, что тебе нужно возлюбить своего ближнего. That's what church leaders emphasize in their preaching. Это было то, на что лидеры церкви делали ударение, когда они проповедовали. No one talked about the as yourself part. И никто не говорил о оставшейся части этой заповеди, что возлюби ближнего как самого себя. Through this art journal, И через ведение своего дневника I saw the second commandment, я увидела вот эту вторую главную заповедь the way God intended. С точки зрения, как Бог ее предназначил. And I realized И я поняла, that the key to loving others is to first love myself. что ключ к тому, чтобы любить других, этот ключ, это сначала нужно возлюбить саму себя. So the journal has in big letters И вот сейчас вы видите в моем дневнике большими буквами a quotation from Brené Brown's book. это цитата из вот этой книги Брене Браун «Дары несовершенства». I will talk to myself the same way I talk to people I love. Я буду говорить с собой так же, как я говорю с людьми, которых я люблю. In order to heal and repent from my lack of love for myself, И для того, чтобы исцелиться и раскаяться в недостатке любви к самой себе, I had to learn to be compassionate to myself. мне пришлось научиться быть сострадательной к самой себе. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. This exercise took me many days to finish. И это задание заняло у меня достаточно много дней. Because I had a hard time coming up with compassionate things to say to myself. Потому что у меня было тяжелое время, когда мне нужно было сказать себе какие-то слова сочувствия. The big letters on my journal says compassionate whispers. И вот эти большие буквы в моем дневнике говорят шепот сочувствия. So I wrote down things that I thought were true. И я записала здесь те вещи, которые я думала, что это истина. About myself. Обо мне самой.
but that I never ever accepted. Но я никогда не принимала эти вещи. These two pages have become my favorite pages in my journal. И вот эти 2 страницы моего дневника, они стали моими самыми любимыми. Whenever I find myself spiraling down into discouragement and despair, И каждый раз, когда я понимала, что я двигаюсь, как будто бы двигаюсь вниз по спирали к унынию и отчаянию, I go back and read these compassionate whispers to myself. Я всегда обращаюсь к своему дневнику и читаю вот эти 2 страницы шепота сочувствия, To fight my shame gremlins. чтобы бороться со своими гремлинами стыда. So I encourage all of you to try this on your own. И я хочу вдохновить вас попробовать сделать то же самое для вас самих. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. The third way I dealt with shame И третий способ, которым я боролась со стыдом, was by comparing myself with others. это было сравнение меня самой с другими людьми. We all do this. И мы все это делаем. I've heard people say, "Oh, I'm not as good as you in math." И я слышала, что люди говорили, например, ой, я не настолько хорош, как ты в математике. Or she's prettier than her sister. Или она получше выглядит, чем ее сестра. We constantly judge others, ourselves, and even our pets. И мы постоянно судим других, себя и даже наших домашних животных. In my art journal, И в своем дневнике I was convicted by the biblical direction from Paul я была убеждена указанием Павла, библейским указанием Павла, to evaluate ourselves not by comparing whether we are better or worse than someone else. Следовало, значит, указанию Павла оценивать себя, но не сравнивая себя с другими и говоря, я лучше или хуже кого-то. But to evaluate ourselves by our own merit. Но оценивать себя по своим собственным заслугам. So my journal has И a quote. в моем дневнике есть цитата. It says, "The grass is only greener where you water it." И цитата это говорит о том, что трава только зеленее там, где ты ее поливаешь. I don't know if there's a similar Russian И я не уверена, proverb. что есть такая же притча в русском языке. But there's a very popular American quote about the grass is greener on the other side. Но в Америке есть такая цитата, вот, которая говорит о том, что трава обычно зеленее вот, по соседству, на другом участке. It means people are always thinking other people have something better. И она означает, что люди обычно думают, что у других людей это все получше, чем у них самих. But my journal quotation Но цитата из моего дневника tells me there's nothing better out there. Говорит, что ничего лучше там нет. And that I'm good enough. И что я достаточно хороша. So this page in my journal И вот эта страница моего дневника has a quotation that says, содержит цитату, которая говорит: comparison tells us to be like everyone else, but better. Говорит, что сравнение говорит нам быть такими же, как другие, но лучше. Isn't that true? Это правда, вы думаете?
We all try to compare ourselves to others. Мы все пытаемся сравнить себя с другими. And then we think, how can I be better than them? И потом мы думаем, как же я могу быть лучше, чем они? Isn't that hopeless and futile? Неужто это, ведь на самом деле это ведь безнадежно, звучит безнадежно и тщетно. We know no matter how good we are, Мы знаем, что неважно, насколько мы хороши, there will always be people who are better than us всегда будут люди, которые лучше, чем мы, and people who are worse than us. и люди, которые хуже, чем мы. When I was in school, I always wanted to be the best in class. И когда я училась в школе, мне всегда хотелось быть лучше в классе. In school, it was easy to be the best И в школе, правда, это было легче. because all you have to do is study hard and ace all your tests. И потому что все, что тебе нужно, это просто упорно учиться и сдавать на отлично все свои тесты. There is a way to measure who is the best. И там был способ, как измерить, кто же лучший. But in real life, there are no clear measurements. Но в настоящей жизни нет четких критериев. So that makes trying to be better than everyone else exhausting. И это делает вот это вот измерение того, кто же лучше, очень изнурительным. And impossible. И, в принципе, даже невозможным. When I compared myself to others, И когда я сравнивала себя с другими, I realized I was criticizing how God created me. я поняла, наконец, что я критически относилась к тому, какой Бог меня создал. I'm saying to God that He made a mistake И я вообще говорила Богу, что Он совершил ошибку, because He didn't make me as pretty as my roommate, потому что, например, Он не сделал меня такой же хорошенькой, как моя соседка по комнате, or as talented as my coworker, или настолько же талантливой, как мой коллега, or as spiritual as my Bible talk leader. или настолько же духовный, как лидер моей беседы по Библии. And because I rejected how God saw me, И поскольку я отвергала то, как Бог меня видит, it led to deep insecurity это привело к глубокой неуверенности, that affected how I related to others. которая повлияла в итоге на то, как я велась, как я относилась к другим людям. My feelings of shame kept me from opening my heart to others. И мое чувство стыда удерживало меня от того, что я могла открыть свое сердце другим. Because I was afraid to be rejected. Потому что я на самом деле боялась быть отвергнутой. My insecurity kept me from being free to love others. И моя неуверенность удерживала меня от того, чтобы быть свободной и любить других. As God wanted me to Так do. как Бог хотел, чтобы я делала. Most importantly, it kept me from dealing with my heart sins. И, наверное, наиболее важное это то, что это удерживало меня от разрешения проблемы своих сердечных грехов. That will be pride and vanity. Которыми являются гордость и тщеславие. When I thought I was better than others, I became prideful. Потому что когда я думала, что я лучше, чем другие, я становилась очень горделивой. So, what is the cure for shame that comes from comparing ourselves to others? И что же является лекарством от того стыда, который появляется, когда мы сравниваем себя с другими? In Romans chapter 12, verse 3, И в послании римлянам, глава 12, стих 3, Paul calls us to have a sober estimate of our own life. Апостол Павел призывает нас к тому, чтобы трезво оценивать свою собственную жизнь. In my art journal,
И в своем дневнике I made a sober assessment of my strengths and weaknesses. и я трезво оценила мои сильные и слабые стороны. In Brené Brown's book, И в книге Брене Браун she called our strengths our superpowers. она называет наши сильные стороны суперсилой. On the left page is my list of strengths. И на левой странице дневника мой перечень моих сильных сторон. The big letters are 5 different strengths. И вот то, что те слова, которые написаны большими буквами, это 5 разных моих сильных сторон. I learned these from a book called StrengthsFinder 2.0. И я научилась этому из книги «Выявление талантов 2.0». The book gives you a test. Эта книга дает вам тест, предлагает тест. And what it's like a personality test. И это больше похоже на такой личностный тест, на определение качеств личности. And at the end of the test, it will tell you what your 5 strengths are. И в конце этого теста результаты говорят вам о том, каковы 5 ваших сильных качеств. This is a business book. И это деловая книга. So the purpose was to help you identify your strengths. И цель этой книги была в том, чтобы помочь вам идентифицировать ваши сильные стороны. And use it to be effective at your job. И использовать это в дальнейшем на вашей работе. At the time I was making this art journal, И в то время, когда я заполняла свой дневник, I was still working, я до сих пор работала. and this was very helpful. И это было очень полезно для меня. To me, it was very freeing to focus on my strengths. И для меня это очень освобождающе сфокусироваться на своих сильных сторонах. As I tried to be a better employee. Потому что я старалась быть лучшим работником. But it also helped me to be a better disciple and a servant leader. Но это также помогло мне быть лучшим, чем я была, учеником и служителем. On the right is a page that shows my weaknesses. И по правой стороне вы видите страницу, которая показывает мои слабые стороны. Basically, our weaknesses are really the same as our strengths. И, в принципе, наши слабые стороны — это наши сильные стороны. But they are our strengths out of control. Но это наши сильные стороны, которые вышли из-под контроля, которые не подконтрольны нам. So when we don't know how to use our strengths wisely, И когда мы не знаем, как использовать наши сильные стороны мудро, they become destructive, они становятся разрушительными and unhelpful to us. и не приносят ничего здорового в нашу жизнь. So there is so much wisdom in the Bible. И в Библии есть так много мудрости. When it called us to be self-controlled, Когда она призывает нас контролировать самих себя. when I felt overwhelmed at work, И когда я чувствовала себя подавленной на работе or a difficult relationship, или в сложных отношениях, I go back to these pages я обычно возвращаюсь вот к этим страницам дневника, to help me identify the ways которые помогают мне идентифицировать, выявить те пути, that I'm not using my strengths correctly. в которых я не использовала свои сильные стороны правильно. Instead of criticizing myself И вместо того, чтобы критиковать саму себя, for not being strong enough to handle stress at work, критиковать саму себя за то, что я не была достаточно сильна, чтобы справиться со стрессом на работе, or not knowing how to relate to a different
or I'm sorry, or not knowing how to relate to a difficult person. Или, например, из-за того, что я не знала, как относиться к сложному человеку. I can focus on things I can do. Я могу вместо этого сфокусироваться на тех вещах, которые я могу, которые я делаю, Using my natural strengths. используя мои присущие мне сильные стороны. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. This is one of the most recent pages I created. И это одна из наиболее поздних, недавних страниц, которые я создала в своем дневнике. As I move forward with my life, И в процессе того, как я двигаюсь дальше по своей жизни, I wanted a page that will remind me и мне хотелось иметь страницу в своем дневнике, которая бы напоминала мне, what I found to be the most effective tools for being resilient in life. которая бы напоминала мне, что я нашла наиболее эффективные инструменты жизни, стойкой жизни. These are the 4 that I always used. И вот здесь указаны 4 способа, которые я обычно использую. My journal shows a Swiss Army knife. И в моем дневнике показан вот этот перочинный нож. Because it's something that is handy. Потому что это что-то, что очень удобно, применимо. And useful for many things. И это можно применить для очень многих, во многих ситуациях. The words on my journal И слова, которые указаны в моем дневнике, that I use as my tools to be resilient, это те слова, те инструменты, которые я использую, чтобы вот стойко переносить испытания. says gratitude, Это слова благодарность, hope, надежда, wisdom, мудрость courageous faith. и мужественная вера. These are the 4 that I always use. И вот эти 4 инструмента, которые я использую всегда. I'm not going to talk about all of them. Я не собираюсь говорить сейчас обо всех из них. But I want to talk about gratitude. Я хочу поговорить о благодарности. One of the things I did while I was trying to heal from depression, и одна из вещей, которую я делала, с которой я столкнулась, когда я пыталась исцелиться от своей депрессии, was to pray to God every day to show me я молилась Богу каждый день о том, чтобы Он показал мне, how much He loves me. Насколько сильно Он меня любит. I prayed this prayer every morning. Я молилась этой молитвой каждое утро. Before I went to work. Перед тем, как пойти на работу. And then I waited throughout the day. И потом в течение всего дня я ждала, for God to reveal to me how He loves me. Чтобы Бог явил мне, показал мне, как сильно Он любит меня. At the end of the day, и в конце дня I would write down 3 things. Я обычно писала 3 вещи, that God did for me которые Бог сделал для меня в течение этого дня. That prove His love for me. И вот эти вот 3 вещи, они доказывали любовь Бога ко мне. At first, this was very hard. И на первых порах это было очень сложно. Because I was used to focusing on negative things. Потому что я привыкла фокусироваться на негативных вещах. And I was focused on the things that I want. И я фокусировалась на тех вещах, которые я хотела.
but that God never gave me. но Бог никогда не давал мне их. Things like a husband and a family, Такие вещи, например, как муж и семья, or a successful career. или успешная карьера. So these were the thoughts that consumed me for 10 years. И на самом деле вот эти вещи, о которых я молилась, они снедали меня на протяжении 10 лет. And led me to my depression. И в итоге они привели меня к моей депрессии. Through my daily prayer, И через мою ежедневную молитву God opened my eyes to everyday blessings that I took for granted. Бог открыл мои глаза на то, что на Его каждодневные благословения в моей жизни, но я принимала эти благословения как должное. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. What you see on these pages of my journal И то, что вы сейчас видите на этих страницах моего дневника, are the everyday things that gave me joy. это вещи, которые каждый день со мной, и они приносят мне радость. These are examples in pictures И это примеры в картинках, of things that I wrote in my gratitude journal. примеры тех вещей, которые я записала в свой дневник благодарности. So things like free coffee in my apartment, Например, такие вещи, как бесплатный кофе в моих апартаментах, or doing crossword puzzles, или разгадывание кроссвордов, or listening to my jazz music. или то, что я могу послушать свою коллекцию джазовой музыки. Practicing gratitude has increased my confidence and faith in God. И практика благодарности в разы увеличила мое доверие и веру в Бога. Seeing so much proof of His love for me И когда я увидела так много доказательств Его любви ко мне, has made me have a godly fear of Him. и это сделало меня, это дало мне вот этот вот страх по Богу. I used to think godly fear И я привыкла думать, что страх перед Богом means fear of God punishing me. означает страх перед Богом, наказывающим меня. So I used to obey God because I was afraid that He will punish me. И я привыкла подчиняться Богу, потому что я боялась того, что Он накажет меня. But through my gratitude journal, Но через мой дневник благодарности I learned that godly fear я научилась тому, что страх перед Богом is about seeing how great God is, это страх, он означает то, что мы видим, насколько велик Бог, and understanding и понимаем, that He loves me so much и понимаем, что Он любит нас настолько сильно. So this godly fear has motivated me И вот этот страх перед Богом мотивировал меня and made me realize и дал мне понимание того, что that repentance is a joy раскаяние — это радость, and not something I do out of fear. и не что-то, что я делаю из-за страха. I am eager to repent И я хочу раскаяться, because I am in awe of God. Потому что я в восхищении от Бога. потому что я восхищаюсь Богом. And I noticed that it's easier to repent now И я заметила, что сейчас гораздо проще каяться, because I'm doing it out of my love for God.
Потому что я делаю это исходя из моей любви к Богу. Practicing gratitude И практикую благодарность. has also helped me to be at peace Также помогает мне быть в мире, в спокойствии. and to remain joyful through the current coronavirus pandemic. Во время этих сложных времен с коронавирусом, с пандемией коронавируса. While people are panicking, И пока люди паникуют, and the news I hear every day is full of bad predictions, и в новостях я каждый день слышу кучу слов с ужасными предсказаниями. I am able to enjoy my day Но в то же время я способна просто наслаждаться своим днем and sleep well at night. и спокойно спать ночью. I want to end my presentation Я хочу завершить мою презентацию with these pages from my journal. вот этими 2 страницами из моего дневника. On the left are big letters На левой странице большими буквами that says a wholehearted life. написано «Моя полная жизнь, жизнь от всего сердца». What does that mean? Что это значит? It means becoming whole, becoming everything that God has intended for me. И это означает, жить жизнью, которую Бог предназначил мне. So on the bottom of the page under the bird, И внизу этой страницы под птичкой it says, это сказано, owning our story, проходя жизненные испытания, закалившие наш характер, and loving ourselves и любя самих себя, through that process в продолжении этого процесса, is the bravest thing that we will ever do. это наиболее храбрая вещь, которую мы когда-либо могли бы сделать. This is a quote from the book И это цитата из книги, that summarized the exercises we did in the online art journaling course. И это цитата из книги, которая аккумулирует в себе все те упражнения, которые мы делали, когда я проходила онлайн-курс по ведению дневника. Owning our story И вот это вот прохождение, проживание жизни со всеми ее трудностями is overcoming shame помогает преодолеть стыд, that keeps us from being free to love ourselves который удерживает нас от свободы любить нас самих and show others our authentic selves. и показывать другим аутентичных себя. To me, it is a good reminder И для меня это хорошее напоминание, how to live out Philippians 4, verse 8. как применять в жизни отрывок из послания Филиппийцам 4 главы 8 стих. To think of what is good, Чтобы думать о том, что хорошо, noble, что благородно, pure, чисто, lovely, любезно, commendable, похвально, excellent, превосходно and worthy of praise in my life. и достойно хвалы в моей жизни. Owning my story И вот это прохождение через испытания is acknowledging — это подтверждение того, that I am worthy of love что я достойна любви and I am enough. и что меня достаточно. On the right page, I wrote the 3 things I committed to practice
И на правой странице его дневника я написала 3 вещи, которые я пообещала себе исполнять. To live a wholehearted life. Чтобы жить жизнью от всего сердца. It says, и здесь сказано, I will stay mindful of numbing. Что я буду стоять, что я останусь, что я буду внимательной к этому обезболиванию. I will practice gratitude. Что я буду практиковать благодарность. To access joy. Чтобы получить доступ к радости. And I will continue to show compassion to myself. И я продолжу показывать сострадание и сочувствие к себе. So that's the end of my presentation. И это конец моей презентации. So one of the things I want to make you think about. И одна из вещей, которую я хотела бы попросить вас подумать, is how you too can enjoy life. Это та вещь, как вы можете тоже получать удовольствие от жизни. The way God wants you to. Тем путем, которым Бог хочет, чтобы вы получали это удовольствие. I want to leave you with something I always tell people now. Я хочу оставить вас с тем, что я обычно сейчас говорю людям. It says, God is enough and I am enough. Что Бога достаточно и меня достаточно. Thank you for listening. Спасибо вам большое за то, что слушали.